Привет, друзья! Здравствуйте! Наконец-то наступила весна, долгожданное время года, а вместе с ней пришли заботы, много работы и дел. Существует огромное количество приспособлений, изобретенные человечеством в процессе эволюции, для облегчения труда и жизни. Сейчас хочу сделать устройство, которое облегчит и мою работу. Несмотря на свою простоту, будет очень востребовано практически мною всегда. Для воплощения этой идеи понадобится совсем немного. Эта самоделка будет совсем бюджетной. Профильную трубу 15 на 15 мм я уже нарезал на необходимые отрезки. У 8 отрезков оба конца обрезаны под 45 градусов. Все же прикупил себе 4 маленьких сварочных магнита. Давно на них смотрел, но все как-то не решался. Оказалось жутко круто и удобно. Из всех этих отрезков сначала сварю 2 прямоугольника, а потом их соединю между собой. Это будет прочный каркас будущего устройства, с возможностью последующей обшивки листовым алюминием, посаженным на клепки. Так, каркас готов. Далее понадобится труба, точнее от нее совсем небольшая часть, 2 маленьких колечка. Кольца шириной 12 мм каждое. Внутренний диаметр трубы я подобрал чуть больше внешнего диаметра подшипника. С колец вырежу небольшую часть таким образом, чтобы длина окружности совпадала с подшипником, и обварю. Хорошо обжать помогает хороший хомут, нормальный хомут. Не тот, что с просечками под резьбу, а тот, у которого выступы для лучшего удержания. Получилось весьма плотненько, подшипник входит в кольцо совсем без люфтов. Сверху кольца будет обычная увеличенная шайба на М12, и по периметру приварю ее к кольцу. Все то же самое сделаю и со вторым кольцом. Конечно же, сварку делаю без подшипника. Из трубы небольшого диаметра понадобится небольшой кусочек. Большой принципиальной разницы совершенно нет в его диаметре. Он будет соединять оба кольца вместе. Кстати, чтобы подшипник имел возможность вращения, перед вставкой я установил туда небольшую шайбу под подшипник. И вот такая штука получилась. Штанга с посадочными местами под подшипники с двух сторон. Следующим шагом сделаю пластину из ненужного обрезка. Под ось вращения будет резьба М12 и 3 отверстия вдоль с резьбой М6. Как обычно, мне помогают самодельные станочки, как в сверлении, так и в обработке. Нарезал все резьбы. Эта деталь пойдет на шпильку М12. Шайба будет приварена в качестве стопора, а сама пластина будет в качестве рычага для этой шпильки. На нужной длине просто ограничил шайбу длинной гайкой и заварил ее. На самый кончик шпильки уже идет и рычаг. На шпильке я сделал фаску для лучшей проварки. Все получилось как я люблю, ровненько, аккуратненько, и вот так эти обе детали будут вместе. Идем дальше. Из листа трешки сделаю станину крепления основных элементов со сторонами 250 на 140 мм. Отверстие для штанги 38 мм, а для других элементов центральное отверстие 30 мм под ось и 3 боковых для крепления размером 6 мм. Вот что получилось. По сторонам пластины вырезал углы под установку для каркаса. Все вырезал, просверлил коронками, зачистил, конечно же. Красиво и аккуратно. Все супер. Конечно, пришлось помучиться с квадратным отверстием. Там был и лобзик с пилкой по металлу, и часочек работы напильником. Сразу вспомнил уроки труда в школе. Зато все очень четенько. Ось с подшипниками будет перпендикулярно приварена к станине. Следующая деталь также из обрезка. Ось вращения с резьбой М6 и также радиусные отверстия с резьбами для регулировки. Чуть позже будет понятно для чего. Все вырезал, накернил, обработал и теперь на сверление и нарезку резьбы. Немного позже выяснилось, что надо немного увеличить высоту резьбы на оси вращения. Решил приварить муфту, гайку длинную. И чтобы было все максимально ровно, закрепил муфту на отрезок болта, вкрученный в заготовку. Ну вот, уже становится все более понятней. В каркас, который уже был сделан, устанавливаю станину. Когда первый раз решил поставить, на секундочку проскользнула мысль, что рановато я сварил каркас, и станину точно туда не получится поставить. Но все же после нескольких попыток все удалось. Станину в каркасе приварю по боковым граням с 4 сторон, так чтобы подшипник был заподлицо с внешней стороной каркаса устройства.
Все, станину подварил. Начну потихоньку все собирать. Основным двигателем будет мотор-редуктор стеклоочистителя автомобиля, а точнее от ВАЗовской Копейки. Мне очень нравится этот привод, он очень распространен, и если его нет, то стоит сущие копейки. Он имеет достаточный крутящий момент при весьма низком энергопотреблении. Также с ним очень просто сделать реверс, и еще плюсом является его питание в 12 вольт, а следовательно самоделка может быть всегда мобильной. Устанавливаю на свое законное место основную ось вращения. Я сделал ее немного длиннее, чем нужно, но просто не знал, сколько именно мне понадобится. На вал мотор-редуктора идет круглая плюха, также в качестве рычага. Можно было и не круглым ее делать, а просто в виде рычага, но я решил сделать именно так, не знаю почему. Осталось сделать по-быстренькому соединение этих отверстий между собой. Крепится при помощи болтов с внутренним шестигранником. Мне почему-то очень они нравятся в использовании. На ось вращения, с другой стороны, через шайбу М12 будет закреплена муфта. В муфте для стопора, и чтобы она не вращалась, я сделал сбоку болт М5 для предотвращения проворачивания. Было много вариантов, как сделать. Сделать сквозной шпилькой, не нашел шпильки. Стопорным кольцом, не нашел набор с кольцами. Чем больше в мастерской добра, тем сложнее и дольше поиски нужного. Уголок сделал из профильной трубы, так как стенки на 1 мм тоньше, чем у обычного уголка. Чрезмерная прочность узла здесь не нужна, хотя я частенько этим страдаю. Снизу приварил ограничительную площадку. Конечно, можно было ее установить и сделать регулируемой, но это просто ни к чему. Ну и в принципе все готово. Отделка каркаса алюминиевым листом будет чуть-чуть позже. Для видео нагляднее работа без отделки. Электромеханический смеситель может использоваться не только для качественного предварительного размешивания красок, но и для колорирования красок, баллончиков с пеной, например, много чего еще. По желанию можно изменить амплитуду качения и частоту. Работа самоделки возможно как вертикальная, так и горизонтальная. И все это маленькое и очень мобильное. Конечно, можно сделать все и вручную. Палочкой или 10 минут трясти в руках. Ну тогда давайте выбросим шуруповерт. Закручивать можно и отверткой. Или выбросим автокомпрессор. Накачать колесо можно всегда и ножным насосом. И так во всем. Просто мы перестали это уже замечать. Механизация любого процесса облегчает труд и сокращает потраченное время на работу в будущем. Недаром природой нам даны не только руки, но еще и мозги. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео, за ваши оценки и комменты. Скоро увидимся. Пока-пока.